Привет, это Любовь Соболь из импровизированной домашней студии, в которой я буду записывать ролики во время самоизоляции. Но сегодня я буду рассказывать не про коронавирус, а про новый иск против меня. На меня подал в суд Евгений Пригожин, тот самый, которого называют поваром Путина. На днях я получила конверт из Санкт-Петербурга, и там оказалось исковое заявление. Пригожин требует опровержения моих заявлений о том, что он бандит и стоит за нападением на моего мужа. Мое, если можно так сказать, интервью с этими высказываниями летом прошлого года, в разгар выборов в Мосгордуму, выложил вот под таким прекрасным заголовком телеканал «Царьград». В иске говорится, что в видео содержится утверждение о нарушении истцом действующего уголовного законодательства Российской Федерации, совершение аморального и противоправного поступка, причастности истца к криминальному сообществу. И это позорит имя, задевает честь и достоинство истца. О деловой репутации как характеристики профессиональных, деловых и моральных качеств известного предпринимателя Пригожина Е.В. это тоже написано в иске. Указанном видео нанесен серьезный ущерб. Позорит имя, задевает честь и достоинство Пригожина, про криминальное прошлое, которое даже СМИ писали. Моральные качества предпринимателя Пригожина. Моральные качества. И кто же все это только писал? А теперь напомню историю про нападение на моего мужа. 4 октября 2016 года мы в Фонде борьбы с коррупцией выпустили большое расследование про Пригожина, госконтракты, которые получают связанные с ним фирмы, и имущество его семьи. А 25 ноября 2016 года на моего мужа, социолога Сергея Мохова, напали у подъезда нашего дома. Как я потом узнала, неизвестный человек подкараулил его у подъезда, после чего он почувствовал укол шприца в ногу и упал в конвульсиях на землю. К счастью, прохожие вызвали скорую и довольно быстро его отвезли в больницу, и там ему стало лучше. Чем его отравили, мы так и не узнали. Видимо, это было вещество, которое быстро распадается в организме. Но экспертиза подтвердила, что нападение могло закончиться летальным исходом. Сразу после этого мы подали заявление о преступлении, но полиция отказала нам в возбуждении дела. На человека напали у подъезда его дома. Очевидно, что хотели убить, а полиция не стала даже дело возбуждать. Прокуратура потом отменила этот отказ в возбуждении дела. Полиция отказала снова. Прокуратура опять отменила отказ. И так потом было еще много раз. Дело не возбуждено до сих пор, а уже более 3 лет прошло. Мы пытались сами провести какое-то расследование и найти машину, которую использовали для слежки за мужем. Но нам сказали, что система фиксации потока машин в тот день дала сбой. Вот так просто совпало. Именно в тот день что-то сломалось, и система работала с перебоями. Я еще тогда, в 2016 году, думала, что за этим всем может стоять Пригожин. Но в октябре 2018 года у меня появилась уже полная уверенность. 22 октября 2018 года «Новая газета» опубликовала статью «Повар любит поострее». В ней со ссылкой на сообщение от источника утверждалось, что нападавшим на моего мужа был Олег Симонов из Санкт-Петербурга. Журналисты «Новой газеты» нашли жену Симонова, и, посмотрев на мужчину с видеозаписи у подъезда нашего дома, она сказала «да, это Олег». С самим Симоновым поговорить не удалось, он скончался в 2017 году при загадочных обстоятельствах. Знакомый Симонова Валерий Амельченко согласился подробно пообщаться с журналистами «Новой газеты». Он рассказал, что в конце 2012 года его знакомый Андрей Михайлов, который работал на структуре Пригожина, привлек его к своей деятельности, и в результате Амельченко сформировал группу, которая выполняла особые поручения по линии службы безопасности. В 2016 году Амельченко, по его собственным заявлениям, познакомился с Симоновым, и начались акции, связанные с отравлениями. В нападении на моего мужа Амельченко, как он сам утверждает, не участвовал, но от Симонова узнал некоторые подробности. В частности, как заявлял Амельченко, стояла задача жестко припугнуть, а у подъезда Симонов сказал «ничего личного», уколол, бросил цветы и ушел. С моим мужем был только один эпизод. Амельченко рассказал и о других нападениях, и некоторые из них, по словам Амельченко, закончились летальными исходами. И все это опубликовала «Новая газета».
Думаете, хотя бы после такого началось расследование нападения на моего мужа? Нет, даже дело до сих пор не завели. В январе 2019 года я выпустила большой репортаж об отравлении детей в детских садах Москвы. Поставщиком питания в сады, где отравились дети, была компания «Комбинат питания Конкорд», гендиректором которой был Пригожин. Несмотря на заявление, что у них все хорошо, экскурсии на фабрику производства питания лично от Пригожина, Следственный комитет возбудил по факту отравления уголовное дело. А суд, даже наш суд, обязал компанию Пригожина выплатить компенсацию родителям отравившихся детей в размере 10-15 тысяч рублей, что я считаю издевательством, но все-таки официально признал необходимость выплаты компенсаций. А знаете, какую сумму обязали выплатить меня Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального по иску компании «Московский школьник», о связях которой с Пригожиным РБК писал еще в 2016 году? 88 миллионов рублей. И это не опечатка и не шутка. 88 миллионов рублей. Родителям отравленных детей 15 тысяч. А из-за сюжета про отравление и нарушение санитарных норм 88 миллионов. Я уже рассказывала, откуда взялась такая сумма. Это сумма контракта, который, как утверждалось, сорвался из-за обвинений в адрес московского школьника. И в подтверждение этого суду был предоставлен документ, в котором компания «Социальное питание Центр» расторгает договор о намерении заключить контракт с московским школьником. При этом издания «Открытые медиа» и «Дейли Шторм» писали, что эта фирма «Социальное питание Центр» тоже связана с Пригожиным. То есть снова Пригожин. 21 февраля 2019 года, через 3 недели после выхода нашего первого сюжета про отравление детей и через 2 месяца после самого отравления, мэр Москвы Сергей Собянин наконец-то публично высказался на этот счет. Он заявил, что он с первого дня держит ситуацию под контролем и что питание детей – важнейшая тема, которой надо постоянно заниматься. После такого ожидая, что власти Москвы предпримут какие-то решительные меры по улучшению ситуации. Тем более, что в июле прошлого года и премьер-министр Дмитрий Медведев обращал внимание на проблему школьного питания. Он посетил школьную столовую и заявил, что самое главное, чтобы питание было нормальное, качественное, здоровое и вкусное. Незадолго до закрытия школ и режима самоизоляции мы спросили у самих школьников и их родителей, что они думают о школьном питании. Может быть, заметили какие-то резкие улучшения за последний год? И вот такие ответы получили. Знаете, мы не едим в столовой, потому что ребенку реально не нравится. Я бы так оценила 3 с минусом. Бывает так, что отказывается, не кушает. Вот завтраки вообще не кушает. Так что могу сказать, ужасно. Это было мнение реальных родителей о питании в московских школах. И это через год после массового отравления и большого внимания к этой проблеме в СМИ. Не дошли, видимо, руки у Сергея Семеновича Собянина за целый год. Занят был выборами, противодействием митингам и оправданием применения силы со стороны полиции. Ну и в конце хочу сказать вот что. Я не прекращу выпускать видео и рассказывать правду. Наоборот, хочу, чтобы мой голос против коррупции, лжи и хамского отношения чиновников к людям звучал громче. И поэтому буду участвовать в выборах в Госдуму в следующем году. И несправедливые решения судов, игнорирование коррупции со стороны власти или иски про моральные качества Евгения Пригожина только укрепляют меня в этом желании.